Все мы знаем различные late-night шоу. В Америке их целая куча, меняются только ведущие. Джимми Фэллон, Джимми Киммел, Конан О'Брайен. She chose me because ladies like a Borat. I have had syphilis 15 times. High five! Ну и, наверное, один из первых, кто популяризировал такие шоу, это Дэвид Леттерман. How old are you? I've had my birthday. And you are? They tell me I'm 50. 50 years old. Даже в России было свое «Вечерний Ургант». Я так рада быть здесь. Спасибо, ребята, что позвали. Все они, несомненно, одинаковые и очень похожи друг на друга. Однако во всем этом однообразии есть самородок, который переплюнул все шоу вместе взятые своими развязанными руками. Сейчас я вам расскажу, что такое шоу Эрика Андре. Дамы и господа, шоу Эрика Андре! Конечно же, мы начнем с ведущего, Эрика Андре. Эрик может похвастаться действительно внушительным списком своих талантов. Он актер, комик, сценарист, ведущий, музыкант. Можно сказать, начал свою карьеру со стендапа, но, к сожалению, не сильно в этом преуспел. Однако его выступления дали ему возможность попробовать себя и в других амплуа. Он пробовал играть в различных фильмах и сериалах. Например, сериал «Не доверяй сучке» из комнаты 23. Не знаю. Я не знаю. Или фильм «Bad Trip». Рекомендую глянуть фильм. Это такой микс роуд-муви и пранков с реальными людьми. Еще Эрик участвовал и писал шутки для различных шоу. Например, сейчас выходит шоу «Пранк-панель» с Джонни Ноксвиллом и еще какой-то теткой, где люди соревнуются в пранках над людьми. Лучше всего у него получалась озвучка в различных проектах. «Король Лев», «Митчеллы против машин», «Зверопой 2», «Американский папаша» и «Разочарование». Плюс ко всему у него также была есть музыкальная группа, называется Blurf. И это довольно странный экспериментальный звук, который точно не для массового слушателя. Есть у Эрика и другой проект, ради которого мы все здесь и собрались. Шоу Эрика Андре. Шоу появилось в 2012 году в ночном блоке Adult Swim на канале Cartoon Network. Кстати, про этот канал у меня есть ролик. Зайдите, посмотрите, он очень интересный. Только дело в том, что изначально это шоу нахер никому не нужно было. Эрик с несколькими своими знакомыми сняли пилотный выпуск в каком-то подвале и разослали его по разным телеканалам вроде MTV. Давайте посмотрим клип на ваш новый трек. Рок-н-ролл рулит! Единственный, кто был рад такому раскладу совсем диких приколов, стал Adult Swim, который одобрил эту идею из-за того, что ее будет легко и дешево реализовать. Шоу выделял своей бешеностью и сюром во всем, чего не было в других шоу такого типа. Что вы скажете в свою защиту? Вы о чем вообще? Где вы остановились? Что происходит? А что насчет фотографий, мэм? Думаете, фотографии не сыграют свою роль? Вы что, серьезно? Основой для такого формата послужил один из первых оригинальных проектов на канале Cartoon Network – Space Goes Coast to Coast. Своего рода такая же пародия на Late Night Show, но в виде анимации. Какова вообще структура этого шоу? Вначале мы слышим музыку живых исполнителей, а Эрик в это время залетает в кадр и начинает расхерачивать все декорации. Может влетать с самих музыкантов, рвать шторы или что это такое. А больше всего не везет столу. Каждый раз это вступление выглядит по-новому. Затем выходит его соведущий Cannibal Buress. Это все, что я планировал. Да ты что, издеваешься? Говори монолог, мужик! Который позже покинет проект.
присаживается на единственное кресло возле стола. Эрик же подходит ближе к камере и рассказывает очень плохую шутку, которую комментирует Кеннибал. Вы когда-нибудь вдолбливали свою бабулю до смерти? Я вам тут про серьезную долбежку говорю, народ. Погоди, чего? Эй, Хэннибал! Это монолог не про твою маму! Они оба в аду, сука. Дальше у нас два путя. Либо приходит приглашенная звезда, не особо популярная в наших широтах, либо начинаются вставки с пранками на улицах. Начнем со звезд. От того, что шоу, так сказать, бюджетное, у них всего одно кресло. И Кеннибал всегда встает и стоит рядом. Это очень угарно, когда рядом просто стоит какой-то чел. Подруга, я что, заняла твое место? Мы тут будем в притирку сидеть? Не, все норм. Хорошо. Звезд вечно пранкуют разного рода практическими эффектами. То стол снова сломают, то птицы упадут сверху, то Эрик разденется. В общем, тут до хера приколов, и самое интересное — это наблюдать за реакциями приглашенных знаменитостей. Отвратительный гость. Ну, знаешь, спасибо большое, что пришел на шоу. Кстати, если они не смогли позвать знаменитость, то ее может заменить какой-нибудь актер с Бродвея, который немного похож. Например, был Джордж Клуни и приходил частенько. Rap, woo, woo, woo. So, hip-hop, rap, hippity-hop-hop, hip-hop, roo, rappity-roo, hee-haw. Не, оправдывайся. О, бог мой. Вторая часть шоу — это пранки на улицах. Я просто вставлю пару приколов, так как описывать смысла нету. Извините, можно вас попросить, не постоите пару секундочек с моим папой, пока я сбегаю в туалет? Но только недолго. Простите, спасибо вам большое. Что такое? Что случилось? Он упал? Она столкнула меня! Я же вам доверился. Самое веселое во всем этом — это реально крутые пранки. Развернись. Какого? Подход к ним и уверенность не бояться все это делать. Просто вау. Помогите кто-нибудь. Ты в порядке? Я свалился. Я должен домыть, не то шеф меня убьет. Я бы уже давно пресекал таким заниматься. Или нет? Не-не-не-не-не-не, я пранки снимать не буду. Не-не-не-не. Да, в нем 23 незаменимых витамина и минерала. Прямо вот отсюда. Органическое, веганское, без глютена. Вот, возьмите прямо из источника. Блин. Жжется как кислота. Часто повторяющиеся приколы, связанные с Bird Up, или по-русски его перевели как «птичка-нись». В этом сегменте Эрик, переодетый в зеленый костюм и с попугаем на плече, пристает к прохожим. Есть даже женская версия. А на моей жопе сыграешь? Это перебор. Вот это перебор? Да, я его женщина. Позже появилось подобие, но уже называлось «заранчевать». Тут еще более ебанутый костюм и более жесткие доебы к прохожим. Чел, ну ты огонь. Можешь прожечь мне этот диск? Это секретный рецепт кристального пепси. Классный стиль, чувак. Ты крепленый? Нет. А хочешь дунуть синтетической дури? У Деми Мур ее припадок был. Ну и заканчивается шоу разными песнями или выступлениями. А позже решили сделать чуть по-другому. Рэперы должны были фристайлить и при этом проходить полосу препятствий. Я не умею рифмовать. Я вообще не рэпер. Но я попляши. Чё, блин? Что происходит? Пляши. Шоу выходит до сих пор. Сейчас вышел 6-й сезон. С переменным успехом, но мне все равно нравится, что я вижу на экране. И очень хорошо, что это не собирает душнил у экранов, а знатоки юмора оценят перформанс. Ну ладно, выбирай девушку, сделай выбор. Номер 2. А что? Посмотреть можно в озвучке Rumble, ссылочку на телегу оставлю в описании. Заглядывайте к ребятам. Кто не знал, рад, что вы теперь знаете, а кто знал, я горд вами. И я не понимаю, почему вы еще до сих пор не смотрите шоу Эрика Андре. Ебать, Чанки, ты че?
Ну ладно, Чанки, ты нам мешаешь. Ты мешаешь нам. Вали нахуй. И спасибо, что досмотрели этот ролик до самого конца. Вы пусечки. Подписывайтесь на Инстаграм, Телеграм-канал, там классно. И пока. Отстойное шоу, блин. Да, точняк. Да. А у тебя нет?